искусство, наши артисты столкнулись с достаточно агрессивной дискриминацией, с попытками отменить и нашу историю, и музыку, и балет, и театр, литературу, живопись. Подобные действия ничтожны на фоне величия русского искусства. В этом видео мы проанализируем драматический разрыв русской культуры и мирового сообщества, вызванный современными политическими событиями и военными действиями, совершаемые страной-агрессором в сторону независимой страны. Поэтому предлагаю и вам поучаствовать в обсуждениях в комментариях. Мы с вами вкратце пройдемся по судьбам выдающихся музыкантов, в частности классических музыкантов, подчеркивая контраст между теми, кто выбрал лояльность, кто выбрал государственные посты и лояльность Кремлю, и теми, кто предпочел иммиграцию ради сохранения своей совести. Особое внимание уделим истории западных гастролей. От эйфории 90-х до постепенного возвращения железного занавеса через цензуру и репрессии, где искусство теперь становится инструментом пропаганды, а мировая изоляция губительно сказывается на творческом развитии и международных российских проектах. Начинается все с момента, когда рухнул железный занавес. Для миллионов людей в СССР это было время открытого космоса и абсолютного счастья. Казалось, что музыка способна изменить все. В 1991 году на аэродроме Тушино прошел легендарный фестиваль «Монстры рока». На одной сцене выступили AC/DC, Metallica. Это было не просто шоу, это было празднование победы над советским строем. Момент беспрецедентного братания между западными звездами, фанатами и даже милицией. В тот момент казалось, что Россия навсегда стала частью мировой цивилизационной системы. В 90-е годы организаторы концертов работали на голом энтузиазме, видя в этом культурную миссию. Закрытая и цензурированная сегодняшняя Россия тогда стремительно наносилась на мировую карту гастрольного бизнеса. Возникал живой культурный обмен. Однако классическая музыка в России всегда исторически имела иную судьбу. Она всегда была придворной и государственной. Если в СССР классика была оружием холодной войны, то в современной России бюджетное финансирование быстро стало синонимом лояльности. Перелом начался с приходом больших нефтяных денег и усилением роли государства. Валерий Гергиев, будучи мировой звездой, в 2008 году выступил в разрушенном Цхинвале, что стало началом его тесного сближения с властью. Надо уметь держать себя президенту, чтобы со страной считались. Не знаю, боялись ли, уважали ли, считались. В 2012 году после панк-молебна Pussy Riot альянс шоу-бизнеса и власти дал окончательную трещину. Мировые звезды, такие как Питер Гэбриэл, Мадонна, Стинг, начали открыто выступать в защиту прав человека в России. Nadia, they have done something courageous. I think they have paid the price for this act, and I pray for their freedom. Аннексия Крыма в 2014-м окончательно стала мощным ударом по гастрольному рынку. Многие артисты начали отказываться от поездок из соображений безопасности и политической позиции. В это же время внутри начали кошмарить концерты тех, кто казался власти неблагонадежным. Февраль 2022 года окончательно захлопнул окно в Европу. Западные музыканты массово отменили выступления. Вторжение в Украину привело к окончательной деинтеграции России из мировой музыкальной системы. Свои концерты немедленно и массово отменили Iggy Pop, Nick Cave, Green Day, The Killers, Franz Ferdinand, Iron Maiden, Imagine Dragons. Итог: если в 90-е годы приезд звезд уровня AC/DC и Metallica воспринимался как праздник и интеграция в мир, то после 2014 года Россия стала восприниматься как опасное и агрессивное место. Внутри профессионального сообщества произошел трагический раскол и разделение на целователей копыта дьяволу и эмигрирующих музыкантов,
Те, кто открыто поддержали военные действия, стали фактически культурными чиновниками. Валерий Гергиев – дирижер мирового уровня. Теперь фактически стал министром классической культуры. Он возглавляет одновременно Большой и Мариинский театры. Он активно выступает внутри страны и в Китае, ведь его международная карьера на Западе прекращена. Просто это делаем уже очень давно. Для нас 3 визита в Китай – это ничего страшного, это норма. Также, к слову, реакция Запада на поддержку Валерием Гергиевым аннексии Крыма и его последовательную лояльность власти была крайне негативной, что в конечном итоге привело к его фактическому исключению из мировой музыкальной системы. Согласно источникам, можно выделить следующие последствия. Первое – это прежде всего массовый разрыв контрактов. Практически все западные институции расторгли соглашение с дирижером. Это происходило не мгновенно, а постепенно, под сильным давлением общественности. Второе. Против деятельности Гергиева на Западе выступили сотни интеллектуалов. Более 400 деятелей культуры, среди которых были нобелевские лауреаты, все они подписали письмо с требованием прекратить его выступления. Ну и третье. Также все помнят дикие скандалы, сопровождавшие отмены его концертов, например, в Италии. В результате своей политической позиции Гергиев проиграл свою мировую карьеру. На данный момент единственной страной за пределами России, куда он ездит без проблем, это Китай. Публика перестала воспринимать его как просто музыканта, видя в нем человека, который одобрил убийство и стал чиновником на службе режима. Денис Мацуев и Юрий Башмет – музыканты международного класса, которые продолжают давать концерты в России и активно поддерживают государственную оккупационную политику. Понимаете, у нас много Мацуевых. Нет. И он будет народный, и я буду народный. Здрасте, приехал. Владимир Спиваков, несмотря на подпись под антивоенным письмом в самом начале, сейчас решил переобуться, видимо, продолжает работать в России и выступать со своим оркестром «Виртуозы Москвы», видимо, выбрав позицию молчания ради сохранения своего коллектива. Петр Лунстром – молодой скрипач, который не только выступает в Российской Федерации, но и дал более 100 концертов непосредственно в зоне боевых действий, тем самым также добровольно отрезав свою карьеру от всего цивилизованного мира. Именно на Донбассе идет сейчас ковка людей, которые станут хребтом нашего государства. Некоторые выдающиеся артисты, такие как Полина Осетинская, Евгений Кисин и балерина Ольга Смирнова, выступили против войны. Те, кто остался и не пошел на компромисс, подверглись травле. Символ бескомпромиссности – это судьба пианиста Павла Кушнира, который погиб в СИЗО после голодовки и протеста. Хотя даже Михаил Казинник в одном из последних своих интервью сказал, что даже по фотографии его тела в гробу очевидно, что он подвергался избиениям. Пишите большие плакаты. Приклеивайте их к спинкам скамеек, оставляйте их где-то, клейте на стены домов. В конце концов, пишите на самих стенах. Пишите в интернете. Но мне кажется, что фашизм убивает нас в реальном мире. Мы умрем в реальности. Давайте бороться с ним будем тоже в реальности. Он умер от сапог, давящих его людей, потому что его поместили в камеру, в которой все эти люди были, понимаете, и он просто умер от ужаса. И у меня есть фотография его мертвого в гробу. Там у него передавлено все лицо, передавлена вся шея и все плечи. В 2026 году музыкальный ландшафт России выглядит дезинтегрированным. Россия стремительно, уже физически теряет всех своих друзей и соратников. Последний из них, безусловно, Хамини.
Мировые гастроли Большого театра заморожены. География выступлений теперь ограничивается российскими смотринами. Происходит и идеологизация репертуара. В театре появляются постановки, которые характеризуют как абсолютно пропагандистские. Например, поставленная опера «Семен Катко», где на занавесе использовались цитаты из политических методичек о Донбассе и Украине. Вместо актуальных звезд в Россию едут лишь герои позавчерашних дней, которым нечего терять в плане мировой репутации. Так, в качестве примера можно упомянуть, например, участников итальянского фестиваля Сан-Ремо, которые выступают на небольших площадках уровня ресторанов, так как у них уже нет риска потерять мировую аудиторию из-за позиции по России. Для классических музыкантов наступил период изоляции, которая губительна для этого интернационального искусства. Но там никто и не пикнет, это уже понятно. Итог: вернулись в ту же точку, с которой начали в 1991 году. Россия вновь оказалась за занавесом, причем, судя по всему, добровольно. Музыкальный путь длиной в 35 лет прошел полный цикл от стадионного восторга в Тушино до одиночных протестов, мученических смертей музыкантов, отъездов и изоляции. Судьба классической музыки в условиях современной изоляции России характеризуется глубоким профессиональным кризисом, потерей международных связей, полным подчинением государственных институтов интересам власти. Уже сейчас можно выделить следующие аспекты текущего положения дел в академической сфере. Во-первых, классическая музыка по своей природе является, как я уже говорила, интернациональным искусством, основанным на постоянных коллаборациях, обмене. Так, в условиях закрытых границ и отмены мировых гастролей артисты и театры просто сдуваются и теряют профессиональный уровень. Теперь цель больших придворных артистов только выслуга. Выслуга перед государством, распределение бюджетов. В России практически нет частных филармоний или оперных домов. Все они находятся в ведении государства. В современных реалиях бюджетный статус означает обязательную лояльность. Музыканты теперь будут идти на компромиссы с совестью, чтобы сохранить финансирование своих коллективов. И вообще возможность выступать. Имена уехавших композиторов и исполнителей зачастую удаляются с афиш и из программ даже там, где их произведения продолжают исполняться. Для тех же, кто остался в России, но отказался от лояльности, путь может стать трагическим. Примером служит судьба пианиста Павла Кушнира, а также Дианы Логиновой, которой всеми правдами и неправдами удалось сбежать. Как бы россиян не убеждали, но за забором никто не запрещает русскую музыку Чайковского, Рахманинова, Стравинского. Она продолжает звучать на всех крупных площадках мира. Отменяют не культуру, а конкретных артистов, которые открыто поддержали военные действия и потеряли доверие международной публики. Но, тем не менее, люди в независимых приграничных странах, безусловно, против установления маркеров империи в виде новых, а иногда и старых памятников, которые сносят. И я рассказывала об этом в данном видео. Таким образом, классическая музыка в России возвращается к советской модели оружия холодной войны, где лояльность режиму является обязательным условием для продолжения деятельности внутри страны, в то время как мировая карьера для лояльных режиму артистов фактически закрыта. За исключением таких направлений, как Китай. Для того, чтобы дополнить картину музыкального пути России, хочу сделать несколько ремарок. Стоит упомянуть масштаб протестов в профессиональной среде. В далеком 2021 году, когда более 400 академических музыкантов подписали требование освободить Алексея Навального. Это показывает, что сообщество тогда не было единогласно лояльным, и многие решились на открытый конфликт с системой еще до 2022 года. Также немаловажно вспомнить поведение Башмета. Его позиция дошла до того, что он публично заявил о готовности пойти на фронт не с альтом,
а с автоматом. Интересно, кого он там хотел убивать? Мне важно, чтобы вот эти волны негатива, которые налетают на Россию, чтобы они разбивались о мощь нашего искусства. Спиваков. Его случай уникален тем, что он вернул орден Александру Лукашенко в 2020 году в знак протеста против насилия в Беларуси, назвав действия властей черной силой. Но тут малодушие это или что? Международная музыкальная сцена фактически разделилась. Подавляющее большинство мировых звезд первой величины не только отменили запланированные туры, но и заняли жесткую гражданскую позицию по отношению к России. В конце давайте пройдемся по списку ключевых фигур академической и эстрадной поп-музыки, которые открыто осуждают длящуюся агрессию России и внешнюю имперскую политику в целом. Они принципиально отказались от выступлений в Российской Федерации или полностью вычеркнули страну из своих гастрольных графиков. Многие артисты начали отказываться от визитов в путинскую Россию задолго до полномасштабного вторжения. Марк Нопфлер отменил концерты, прямо сославшись на давление российских властей на правозащитные организации. Питер Гэбриэл занял одну из самых жестких позиций, он полностью отказался вести любые переговоры о приезде в страну. Элтон Джон после принятия законов о преследовании геев написал открытое письмо Путину и вычеркнул Россию из своего мирового гастрольного графика. Мадонна использовала свой концерт в Санкт-Петербурге для публичного высказывания в поддержку ЛГБТ-сообщества, после чего ее отношения с российским концертным рынком фактически прекратились. Стинг, Роберт Плант, Леди Гага и Блонди – эти артисты также пополнили список тех, кто отказался ехать в Россию после 2014 года по разным политическим причинам. Pink Floyd – группа воссоединилась впервые за 28 лет, чтобы записать трек в поддержку Украины. Дэвид Гилмор удалил все записи группы со времен 1987 года из российских сервисов. Deep Purple – музыканты вернули Дмитрию Медведеву автограф, полученный в 2011 году, заявив, что теперь это не повод для гордости. The Rolling Stones. Группа публично осудила агрессию и включила украинскую символику в визуальное оформление своего мирового тура. Green Day одной из первых отменила масштабный стадионный концерт в Москве. Бьорк открыто поддержала Украину в соцсетях и отменила любые возможности сотрудничества с Российской Федерацией. Imagine Dragons – группа, чьи антивоенные гимны были крайне популярны в России, также официально прекратила сотрудничество с российским рынком. Многие удалили свою музыку с российских стримингов. В мире классики бойкот стал особенно заметным, так как многие западные дирижеры и солисты годами сотрудничали с российскими театрами. Евгений Кисин, один из самых титулованных пианистов мира, с первых дней жестко осудил вторжение, заявив, что не может играть в стране, которая убивает соседей. Дорогие друзья, я не хочу слишком политизировать свою страницу Facebook, но сейчас ситуация действительно катастрофическая. В июне 2021 года я выступил в Одессе, и мой визит туда стал одним из самых ярких впечатлений в моей жизни. Меня по-настоящему поразила красота и гостеприимство этого удивительного города, подарившего миру Бенну Моисеевича, Натана Мильштейна, Давида Ойстраха, Шуру Черкасского, Эмиля Гелельца и многих других замечательных людей, музыкантов и не музыкантов. Сейчас люди там на грани уничтожения до камней. Каждую ночь российские вооруженные силы обстреливают Одессу многочисленными видами ракет, целясь по портовой инфраструктуре, культурным объектам, гражданским домам и церквям. Они даже бомбят исторический центр Одессы,
который является одним из объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Им очень нужна наша помощь. Это вопрос спасения жизней, спасения мирного европейского города от разрушения. Украине катастрофически не хватает систем ПВО и всех видов вооружений, способных защитить их города. А они сегодня нужны Украине. Через полгода может не быть Одессы и нечего защищать. И в тот момент, когда они разорят Украину, в опасности окажутся и другие европейские страны. Пожалуйста, помогите Украине защитить себя, своих людей и свои прекрасные города. И яйца стал откладывать везде. Повылуплялись всюду головастики, в мозги молодняка, внедряя свастику, из-под тишка дела свои творя, превознося бандеру упыря. И стали мальчики хотеть под носом усики, и стали девочки носить потоньше трусики. Война – это всегда горе, слезы, кровь и смерть тысяч, а то и миллионов людей. Агрессивная война, когда в нарушение договоренностей армия одного государства вторгается на территорию другого, которая не нападала и не угрожала напасть на первое, это преступление, которому нет и не может быть никакого оправдания. Саймон Рэттл, дирижер мирового уровня, подписал открытое письмо против войны и отказался от любых проектов с российскими государственными институциями. Анна-София Мутер, скрипачка-виртуоз, отменила все концерты в Российской Федерации, активно поддерживает украинских беженцев и выступает на благотворительных вечерах. Рикардо Шай, дирижер театра Ла Скала, одним из первых выразил протест и прекратил сотрудничество с российскими площадками. Дирижер Пауво Ярви ушел с поста художественного руководителя фестиваля в России и публично осудил политику Кремля. Как мы видим, фраза «искусство вне политики» в современном мире больше не работает. Для сотен мировых звезд, от легенд рока до мэтров классического искусства, классической сцены, человеческие ценности и репутация оказались важнее многомиллионных гонораров и полных стадионов в России. Этот масштабный культурный бойкот не просто отмена туров, это сигнал в том, что в 21 веке невозможно игнорировать агрессию и продолжать выступать, как ни в чем не бывало. Так уже не получится. Спасибо, что досмотрели. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте, пожалуйста, свою реакцию. Ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Всем пока!